Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие в прошлое. Туда, где между реками Тигр и Ефрат зарождалась одна из первых цивилизаций человечества. Это Месопотамия, земля первых земледельцев, первых городов и, как выясняется, первых странных ритуалов. Представьте себе, около 12 тысяч лет назад люди здесь впервые начали выращивать зерно, строить дома из глины и приручать животных. Но вместе с этим они создавали и нечто большее – мир верований, обрядов и традиций, которые порой заставляют нас, современных людей, задуматься. А что это вообще было? В этом видео я расскажу вам о 10 самых необычных ритуалах первых земледельцев Месопотамии. Мы поговорим о жертвоприношениях, загадочных масках, танцах под звездами и даже о том, как люди пытались договориться с богами через глиняные фигурки. Это будет не просто список. Я раскрою детали, поделюсь малоизвестными фактами и попробую объяснить, почему эти ритуалы были важны для тех, кто жил тысячи лет назад. Так что устраивайтесь поудобнее, запасайтесь чашкой чая. Нас ждет множество удивительных открытий. Начнем с одного из древнейших городов Месопотамии – Эреду. Археологи считают, что именно здесь, в южной части региона, около 5500 года до нашей эры, появился первый настоящий храм. И этот храм был не просто зданием, это был центр ритуалов, которые кажутся нам сегодня довольно странными. Представьте себе, земледельцы приносили сюда первые плоды своего урожая – ячмень, пшеницу, финики – и сжигали их на алтаре. Но это еще не все. Вместе с зерном они нередко приносили животных – коз, овец, а иногда даже собак. Эти жертвы не просто сжигались, их кости ломали особым образом, чтобы, как считалось, высвободить их жизненную силу для богов. Интересный факт. В одном из раскопанных слоев Эреду нашли остатки рыбы, принесенной в жертву. Почему рыба? Ученые предполагают, что это связано с богом Энки, покровителем воды и плодородия, который, по преданиям, жил в подземном океане Абзу. Люди верили, что такие подношения помогут им получить хороший урожай в следующем году. Но странность в том, что иногда они оставляли часть жертвенной еды на алтаре на несколько дней, пока она не начинала гнить. Возможно, это был способ показать богам свою преданность или даже накормить их запахом разложения. Что скажете, странно, правда? Переходим ко второму ритуалу, который связан с самим процессом земледелия. Первые земледельцы Месопотамии не просто сажали семена в землю, они проводили целую церемонию. Перед началом посевного сезона они брали небольшую часть лучшего зерна и закапывали его в землю без намерения вырастить. Это было своего рода жертвоприношение богине Нисабы, покровительницы земледелия и письменности. Они верили, что если похоронить часть семян, богиня благословит остальной урожай. Что интересно, археологи находили такие жертвенные ямы, небольшие углубления с зерном, которое так и не проросло. Иногда рядом с семенами клали маленькие глиняные фигурки животных или людей. Зачем? Возможно, это символизировало цикл жизни и смерти, который земледельцы видели каждый год. А может, они хотели обмануть злых духов, показав, что часть урожая уже отдана. В любом случае, это был ритуал, полный символизма, который показывает, насколько земледелие было для них не просто работой, а священным делом. Третий ритуал переносит нас под ночное небо Месопотамии. В засушливые годы, когда дожди не приходили, земледельцы устраивали ночные танцы. Это было не просто веселье, это был сложный обряд, призванный умилостивить бога Энлиля, повелителя воздуха и бурь. Люди собирались в круг, разжигали костер и танцевали, подражая движениям ветра и облаков. Они пели песни, которые, к сожалению, до нас не дошли, но, судя по клинописным текстам, в них упоминались голоса неба и слезы земли. Малоизвестный факт. В некоторых поселениях убейцкой культуры, это примерно с 5000 по 4000 годы до нашей эры, находили круглые площадки из утрамбованной глины с остатками костров посередине. Ученые считают, что это были места для таких ритуалов. А еще рядом с этими площадками иногда находили маленькие каменные фигурки в виде облаков. Возможно, их бросали в огонь, как часть обряда. Представьте себе эту картину. Ночь, звезды, танцующие фигуры в отблесках пламени. И все ради того, чтобы вызвать дождь. Поэтично, но и немного жутковато, не находите? Четвертый ритуал – это, пожалуй, один из самых загадочных.
Первые земледельцы Месопотамии делали маленькие глиняные фигурки, которые называли заместителями. Эти фигурки изображали людей, иногда с очень детализированными лицами, а иногда просто как схематичные силуэты. Их создавали не для красоты, а для того, чтобы передать богам или духам свои просьбы или даже болезни. Как это работало? Если человек заболевал, он лепил такую фигурку, перенося на нее свою хворь, а затем ломал ее или сжигал. Верили, что так болезнь уйдет вместе с глиной. А в других случаях фигурки хоронили в земле рядом с домом, чтобы они говорили с подземными духами от имени хозяина. Археологи находили тысячи таких статуэток в Уруке и других городах. Интересно, что иногда на них наносили знаки, возможно, имена или заклинания. Это был своего рода прототип магии вуду, только без иголок и с более мирными целями. Пятый ритуал связан с водой, главным богатством Месопотамии. Земледельцы зависели от ирригационных каналов, которые питали их поля. Но каждый год перед сезоном дождей эти каналы чистили, и это сопровождалось особым обрядом. Люди собирались вдоль канала, бросали в воду лепестки цветов, зерно и даже иногда мелкие монеты из обожженной глины. Потом жрец, или вождь-жрец, читал молитвы богини Нинкелиль, которая, по поверьям, управляла подземными водами. Что необычно. В некоторых случаях в каналы сбрасывали живых рыб, их ловили в реке и отпускали в канал, чтобы оживить воду. Это должно было убедить богов, что люди заботятся о своем хозяйстве. Один из клинописных текстов из Ура даже упоминает, что вождь однажды сам прыгнул в канал, чтобы показать свою преданность. Правда это или легенда, неизвестно, но звучит впечатляюще. Шестой ритуал переносит нас в мир духов. Земледельцы верили, что вокруг них живут невидимые силы, духи земли, воды, ветра. Чтобы поговорить с ними, они делали маски из глины или дерева, раскрашивали их охрой и надевали во время особых церемоний. Например, в Тепе-Гавре нашли маску с огромными глазами и рогами. Возможно, она изображала духа плодородия. Эти маски надевали не просто так. Человек в маске становился посредником. Он танцевал, пел и даже говорил от имени духа. Иногда такие ритуалы заканчивались тем, что маску разбивали и закапывали, чтобы дух вернулся в свой мир. Малоизвестный факт. Некоторые маски имели отверстия для дыхания, что говорит о том, что их носили часами. Это был не просто театр, это был способ войти в контакт с чем-то сверхъестественным. Седьмой ритуал – это что-то совсем необычное. В некоторых месопотамских поселениях устраивали пиршества, на которые приглашали глиняных гостей. Да, вы не ослышались. Люди лепили фигурки, ставили их вокруг стола и подавали им еду, лепешки, сушеные финики, иногда даже пиво. Это делалось, чтобы почтить умерших предков или умилостивить духов. Археологи находили такие обеденные сцены в домах убейдской культуры. Рядом с фигурками лежали настоящие остатки пищи, что говорит о том, что ритуал был не просто символическим. Возможно, люди верили, что души предков приходят и едят вместе с ними. Странно? Безусловно. Но это показывает, насколько важны были для них связи с прошлым. Восьмой ритуал связан с первыми шагами письменности. Когда засуха угрожала урожаю, земледельцы не только танцевали, но и писали заклинания на глиняных табличках. Это были не длинные тексты, а короткие фразы вроде «пусть небо прольется» или «Энлиль, дай воды». Потом эти таблички закапывали в поле или бросали в реку. Интересно, что некоторые из таких табличек находились с отпечатками пальцев. Возможно, человек специально оставлял свой след, чтобы боги знали, от кого просьба. А в одном случае в Уруке нашли табличку, разломанную пополам. Видимо, это был способ активировать заклинание. Это показывает, как земледельцы соединяли магию с первыми технологиями письма. Девятый ритуал. Более теплый и семейный. Когда созревал первый урожай, земледельцы устраивали обряд посвящения плодов детям. Они собирали финики, ячмень или виноград, клали их в корзину и вручали малышам, произнося молитву о здоровье и долголетии. Потом дети должны были съесть часть плодов, а часть закопать в землю. Зачем это делалось? Верили, что дети – это будущее общины, и такой ритуал связывает их с землей и богами. В Лагаше нашли глиняную игрушку в виде корзины с зерном. Возможно, это было частью обряда. Это трогательный пример того, как земледельцы заботились о следующем поколении. И, наконец, 10-й ритуал – убийство старых орудий. Когда мотыга или серп изнашивались, их не просто выбрасывали. Земледельцы устраивали церемонию, ломали инструмент,
закапывали его в поле и произносили слова благодарности. Они верили, что у орудий есть душа, которая помогала им в работе, и ее нужно освободить. В одном из поселений урукской культуры нашли яму с десятками сломанных серпов. Все они были аккуратно сложены, как в погребении. Это показывает, насколько земледельцы ценили свои инструменты. Странно для нас, но логично для них, ведь от этих орудий зависела их жизнь. Вот такие они, 10 странных ритуалов первых земледельцев Месопотамии. От жертвоприношений до танцев под звездами, от глиняных фигурок до сломанных серпов. Каждый из этих обрядов был частью их мира, полного веры, надежды и страха перед природой. Эти люди заложили основы нашей цивилизации, и их ритуалы — это не просто курьезы, а окно в их мышление, их жизнь. Что вы думаете об этих традициях? Какой ритуал показался вам самым необычным? Пишите в комментариях, ставьте лайк, если вам понравилось путешествие в прошлое, и подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много интересного. До встречи в следующем видео.